внезапно эту неделю мы начнем с прогулочек по моему любимому Буэнос-Айресу. Мы, конечно, попозже оторвем календарик, но сегодня среда. Среда какое? 15 февраля. Запомните, как я выгляжу в маечке, все такое. Потому что, скорее всего, в пятницу мне тоже нужно будет пойти поработать. И я буду совершенно по-другому выглядеть, потому что обещают 19 градусов после 40. В общем, вот. В последнее время я только говорю, что про погоду. Значит, у нас все еще лето в разгаре. И на этой неделе мне предстоит, на остатках этой недели рабочей, мне предстоит так хорошенько поработать, поэтому я надеюсь вам хорошенько поснимать. Ну, а когда я вернусь, покажу вам планы свои вышивальные. Посмотрите, какой город у нас красивый. Я сейчас нахожусь в районе микроцентра. Это такой сити, здесь банки, офисы, очень шумно. Мы со времен пандемии не находимся в офисе, но раньше приезжали сюда каждый день. Так вот, сейчас я приезжаю сюда только исключительно по каким-то неотложным важным делам. И сегодня мне придется здесь погулять целых 1,5 часа. Узнаете этого прекрасного мужчину? Это Хулио Кортасар и кафе. Здесь вот можно посидеть, кофе попить, так как когда-то пил сам Кортасар. Дорогие друзья, сейчас я вернусь немного еще к работе, но сейчас хочу показать вам Дом культуры. Значит, это пока двери Дома культуры. Я потом перейду дорогу и сниму его полностью. Но посмотрите, какая восхитительная красота! Вот это вот на первом плане у нас железяки. Это вход в метро. А вот там вот Дом культуры. Ну, это сегодня он Дом культуры. Раньше это был La Prensa, это журналистика, да? Внутрь можно попасть на экскурсию, но внутри это не настолько прекрасно, насколько прекрасно снаружи. За мной Розовый дворец. Сейчас пойду туда погуляю. Значит, меня часто спрашивают, кем я работаю. Я работаю незаменимым человеком в инженерной компании. Значит, вообще числюсь я секретарем, но, например, сейчас я занимаюсь делами вообще другой компании, которая является компанией тоже шефом компании, на которой я работаю. А пока я пытаюсь тут делать эти дела, мне еще пишет мой ненаглядный бывший генеральный о том, что ему там нужно выписать счета по поводу его диабета, чтобы ему деньги нашли. В общем, я личный помощник и вообще, незаменимый человек, как я вам уже и говорила. Только благодаря видео можно узнать, какой тут дом, оказывается, у меня был на голове. Значит, там на заднем плане остается кафедральный дворец, а мы идем к Розовому дому. Никакой не кафедральный дворец, конечно же, а кафедральный собор. Значит, ограждения вот эти вот все, которые вы видите внизу, это по причине того, что у нас в стране часто забастовки и не щадят никого. И вот, дабы защитить церковь главную, есть ограждение. Самый красивый флаг на свете. Президентский дворец, розовенький. Собственно, главная практически площадь. И, внимание, какие-то баррикады. Нормальная ситуация в Аргентине. Я когда приезжала сюда, здесь тоже все в палатках, какие-то
социально обездоленные требовали чего-то там. Каждый раз они разные, кто конкретно сейчас что требует, я не в курсе, но наверняка, если я сейчас пройду, увижу какие-то там просьбы, мольбы, и будет понятно, что это. А вот здесь под памятником Мануэлю Бельграду, который, собственно, считается создателем нашего флага, камешки в память о жертвах ковида. Здесь написаны имена людей, которые погибли. Это такая форма, в том числе, протеста против правительства, потому что были ограничения на въезд между разными провинциями, не могли родители увидеться с детьми, которые умирали от рака, в том числе кому-то просто была не оказана никакая медицинская помощь и так далее. Вот это вот такой стихийный памятник. Однажды пришли и начали оставлять камешки. Вот, я прошла, тут якобы местные племена, понимаете ли. На самом деле все это вранье, и просто они хотят территории отжать, ну, вон там фотографии, и типа, причем женщины, понимаете, не просто... Ой, ну ладно, это все политическое, давайте не будем. Центральный, здание центральное Национального банка Аргентины, потому что сам центральный банк в другом месте. Вот такое большое здание, я туда иногда тоже ходила по работе. Ну, почему ходила, продолжаю ходить. Вот президентский дворец поближе. Уже через неделю прилетит моя сестра, и она уже была, конечно, в Буэнос-Айресе, и мы, наверное, прям совсем по таким экскурсионным местам, может быть, и не будем ходить, но если вам интересно, я на сегодня просто уже, наверное, буду закругляться, чтобы не грузить вас, потому что все-таки здесь многие именно ради вышивки. Сделать ли отдельное видео именно с такими вот очень-очень туристическими достопримечательностями? Сейчас еще одно здание покажу, и на этом давайте уже сегодня закончим. Время 6 часов, друзья мои, я только вернулась домой, вот ублажаю кошечку, а тут сосед за нами подсматривает. Вот моя соскучилась. Вот как мы можем. Смотрите, как у нас и птички поют, и котики серенады поют. А эта королева лежит и вкушает. Вот так вот. Значит, план у меня был такой, что я должна была прийти домой и снять итог предыдущей недели, потому что я его обычно в среду с утра снимаю, чтобы при свете дня все было. А потом уже начинать снимать планы на следующую неделю. Но 6 часов я очень устала, потому что целый день на ногах. Так, вот, поэтому все это уже буду снимать завтра, но есть хорошая новость, что все, что я должна была делать 3 дня, то есть сегодня должна была часть делать, завтра часть и в пятницу доделывать, или сегодня и в пятницу, я все сделала за 1 день, поэтому завтра, послезавтра буду, наверное, дома. А в понедельник и вторник у нас, оказывается, карнавал и нерабочие дни, так что должна быть вышивальная неделя, но вот только сегодня вышивальная неделя, так сказать, начинается без вышивки. Ну, вот так. Так, пока другого контента у меня для вас нет. Кошечка, видите, у меня очень утонченная. Она просто на стуле сидеть не может на этом.
Он такой, типа, ну, какая-то пластиковая сеточка, очень мягенькая. Я сижу своей попой, и мне нормально. А ей вот неудобно, я ей подстилочку кладу, и тогда она там сидит и лучше видит соседа, и лучше делает вид, что ей вообще все это неинтересно. Кто дотерпел до этого момента, 15 февраля такие уже почти на исходе. Так вот, кто дотерпел до этого момента, у меня для вас все-таки я нашла в себе силы, чтобы показать, что я планирую вышивать на этой неделе. И, как вы понимаете, тут наборчик. Значит, на всякий случай еще раз уточню, что обычно в неделях, не всегда я это делаю, а обычно во всех моих видео, если есть какие-то большие вставки про Аргентину, я делаю тайм-коды, чтобы вам проще было перематывать тем, кому это вообще не интересно. В неделях обычно эти вставочки, там рассвет-закат, это несколько секунд, я на это тайм-коды не ставлю, но на такие моменты большие, в общем-то, протяженные участки без вышивки, как сегодня, я тайм-коды ставить буду, поэтому просто смотрите повнимательнее, если вам актуально именно это перематывание. Так вот, сегодня 15 февраля. Я целый день гуляла, я чуть-чуть отдохнула, попила мат, набрала сил и решила показать вам набор, который я планирую вышивать на этой неделе. Не буду долго томить. Это Мария искусница, но какая у меня их 3? Вообще у меня их 4, но одну я на этот год точно завернула. Значит, ниточки. Очень красивые. Кто-то, наверное, по-голубому подумает, что это те самые первые, наверное, бутылки. Первыми я называю крепкие напитки. Кстати, крепкие напитки у меня продвинуты меньше, чем ту работу, которую я сегодня беру. Как вы понимаете, это не крепкие напитки. Значит, в обеих работах, по-моему, по 3% готово. Или 2%. И вот здесь даже чуть-чуть больше, чем в той работе. Это называется настроение, а это светлое и темное. Это пиво, как вы понимаете. И я решила, что на этот месяц я возьму именно этот набор. У меня, я напомню, 13 наборов всего, значит, из 97 работ всего 13 наборов. Один набор – это карта мира, которую я планирую вышивать каждую неделю, поэтому она как бы не считается. А все остальные 12 наборов я разделила на набор. Каждому месяцу достался один набор. И буду я вышивать 2000 на наборе. На каждой работе, которая по набору, потому что все остальные я говорила, что я там где-то 1000, то, что выбор зрителей это 1,5, а вот набором достанется 2. Ну, в первую очередь, потому что у других работ есть шанс, что их возьмут несколько раз, а у наборов, конечно, безусловно, есть шанс, что выберете их вы, и тогда будет еще и 1500, но по моему распределению, скорее всего, я возьму большинство своих наборов всего один раз за год. Катастрофически мало. Так, значит, вот пиво. Я начала, как вы понимаете, с 3 корочек. 3 корочки. Вот. И очень мало, как вы понимаете, продвинуто в масштабах всей работы. Здесь у меня отпечаталось превью. Вот, прицепилась к пакету, поэтому так вот получилось, но тем не менее показываю, что есть. Значит, не принесла я сагу, неважно. Зачем нам сага? Я шью по саге, я планирую, наверное, все-таки идти вверх. Ну, в общем, как-то вот на этом участке, где, видите, пяльцы уже стояли, вот, двигаться в разное направление. Не хочу я совсем вот эту вот
область, где разброс по цветам гораздо больше, чем в той же бутылке и в фоне, оставлять на потом я предпочитаю чередовать. Поэтому наверняка будет что-то здесь более простое из бутылки и фона, и чуть-чуть вот здесь на какие-то там, что это? Снака, что это по-русски написано, интересно, или на каком это языке. В общем, какие-то орешки похожие на арахис или что-то такое. Вот, наверное, именно этим набором. Ну, не наверное, а точно уже, да, я решила, что это набор. Я беру в феврале. Значит, здесь я, как вы видите, не плела косы. И вообще как-то у меня здесь организация... смотрите, как это я оригинально организовала все. Я вынимала ту пасму, которая активная, она наверху. Как интересно. Не знаю, что я сейчас буду делать. Возможно, я переорганизую. Возможно, я... Ну, то, что косы хочу заплести, да, потому что как бы у меня не входило в планы, что я буду десятилетиями вышивать этот набор. А, по-моему, именно десятилетиями я и планирую вышивать этот набор, потому что уже не 1 год назад, как я начала их, начинала я их, у меня еще саги не было. У меня, наверное, по Инстаграму можно примерно понять, в каком году. Ну, не примерно, а даже точно, в каком году я это все начала, безобразие. Но я не буду сегодня себя травмировать, поэтому, в общем, когда я начинала вышивать, я не планировала такое безобразие, но вот теперь это уже очевидно, и надо нитки заплести. Хорошие какие нитки, в смысле длинные. Значит, финка, да, здесь. Не помню, чтобы они мне безумно нравились, но и прям совсем не нравятся. Что мне не очень нравится? Мне очень нравится, что они длинные, длинная нарезка, но в предыдущей работе, потому что в этой я, как вы понимаете, не вышивала еще фон, а вот в других работах там фон, ну, наверняка и здесь точно так же будет, фон вышивается в каких-то местах там в 2 нити, потом идет крест в 1 нить, а потом вообще полукрест в 1 нить. И я вот беру всю эту нитку длинную и ей, соответственно, в 1 нить вышиваю. Потому что, когда я в 2 нити беру, я беру эту длинную нитку и пополам складываю, и тогда все замечательно, ничего не перетирается, не успевает. А вот в 1 нить, полную нитку, когда я беру, она достаточно длинная, если в 1 нить брать, но я все равно упрямо беру. И тогда, да, тогда начинает перетираться и рвется в процессе. Несмотря на то, что это постоянно происходит, я все равно упорно не разрезаю нитку пополам. По поводу разметки меня однажды спрашивали, не делаю ли я разметку. В частности, меня спрашивали, когда я показывала карту мира, мол, там все и удалено, и сложно, и так далее. Я разметку единственную, которую делала на некоторых работах, это вот такую разметку, как на этой работе, чтобы, скажем так, границы работы понять, чтобы можно было начать из угла, на всякий случай, чтобы... Ну, то есть я считала, понятное дело, но вот у меня какой-то испуг был некоторый, что вдруг не так, не то. И, в принципе, я понимала, что вот какие запасы основы, да, по бокам больше, снизу сверху меньше. В процессе, когда я уже вышиваю, я не вынимаю эту разметку просто потому, что ленюсь. В принципе, по ходу уже можно вынимать, потому что я на нее совершенно не ориентируюсь, она мне никак не помогает вышивать. То есть разметка была сделана в первую очередь, чтобы понять масштабы бедствия, чтобы понять точно, где у меня угол и так далее и тому подобное. А так по разметке я не вышиваю. Мне она неудобна даже. Неудобно. Значит, это с одной стороны то, что я планирую вышивать. Хотелось бы сегодня, но я посмотрю, потому что я очень уставшая какая-то. А вторая работа, сейчас я все-таки дотянусь до саги. Значит, второй претендент на эту неделю у меня следующий, сейчас я его покажу, это примитив. Он у меня не был запланирован, потому что я запланировала в этом месяце себе 10 процессов. Мне хотелось бы в месяц сокращать процессы. В прошлом месяце у меня их было 12. И вот тот процесс, который я вам сейчас покажу, он у меня на самом деле не запланирован.
Но у меня еще не все 10 процессов запланированы и начаты. Может быть, я там что-то и поменяю, скажем так. Значит, почему я его ввожу? У меня закончилась на прошлой неделе подушечка от Little House Needleworks. Я закончила вторых овечек, да, февральских. И вот на такие дни, когда я очень уставшая, как сегодня, у меня нет такого процесса, который примитив, легкий, берешь одной ниткой, шьешь. Поэтому я хочу его ввести. Плюс у меня через неделю прилетает сестра, а тут, смотрите, клубничные сестрички. Я не принесла пока саму работу, что у меня там вышито, я вам покажу только в саге. Вот, видите, платьюшко. Причем я там меняла нитки, ну не в смысле меняла нитки, а подобрала нитки с переходом цвета. Причем нитки бразильские. Не помню, как марка называется. Ничего не принесла, покажу уже в следующем включении, потому что все равно уже свет искусственный, все темно и ничего не видно. Так вот, нитки с переходом цвета бразильские, ну, такие типа как DMC, да, с переходом цвета стандартные, только вот бразильская марка. Хлопок 100%, говорят они, написано, ну, похоже, да, приятный на ощупь и так далее. Так вот, я решила, соответственно, ну, белое без перехода, темная вот надпись без перехода, а красное и зеленое с переходом. И, насколько я помню, я вот тут вот начала, а здесь, видите, не пошла вверх, потому что у меня там по цветам не подходило. А сейчас я вообще что-то как вспоминаю, ну, мне опять-таки надо это себе перед глазами все-таки достать. И что-то, мне кажется, слишком ярко как-то, не знаю, не уверена я, что я хочу все-таки с переходом цвета. Возможно, я все-таки дошью платье и дальше подумаю, что делать. Возможно, буду распарывать и делать так называемый рестарт, скажем так, но уже нитками без перехода цвета. Потому что, как вы видите, я повышивала вот всего одним цветом. Вот. Поэтому, если уж отметать идею перехода ниток с переходом цвета, то, скажем так, распарывать придется все. Вот. Поэтому не знаю, какие у меня конкретно планы на сегодняшний вечер. Как вы видите, вот, да, уже почти 8 вечера. Что-нибудь да сделаю. Вот. И вам завтра покажу. Это, конечно, классика уже, знаете, попрощаться, а потом, ой, нет, я передумала, новое включение. Значит, я, как вы понимаете, передумала и решила показать вам вот в искусственном свете, что у меня готово на данный момент и что меня здесь смущает. Ну, помимо того, что все как... Ну, мне известно, где хранилось, но хочется сказать, что неизвестно, где хранилось. Вообще, я сейчас так смотрю, мне что-то казалось еще более ярко. Так вот, какая-то божья коровка, а не клубник. Ну, хотя, может быть, там клубника, она не божьей коровки. В общем, мне как-то ярко на данный момент. Зеленый вообще прям яркий. Как-то мне пестро и неблагородно. Вот что я хочу сказать. Показываю я это в целях... Вдруг я все-таки распарю. Хотя, знаете, у меня какая подкрадывается мысль, это заразная, наверное, от Таши Майской. Она, правда, немного другие работы, над другими работами так извращается. Она очень рекомендую сходить посмотреть, на что люди ради красоты идут. У нее, если не видели, конечно, у нее был старт... Ветланка, по-моему, зовут дизайнера, такая недавно выстрелившая дизайнер, которая очень классные работы делает. Мне очень нравится, но я все вот смотрела последние... Кто-то летит. Смотрела я последние месяцы, вот ноябрь-декабрь, что-то хотела выбрать, чтобы у меня не 97, а 98 стартов было. Ну, что-то как-то ничего так не подобрала, просто потому что модно решила не брать. Ушла я в какие-то дебри. Так вот, Таша начала ее жар-птицу. Я постараюсь прикрепить превью этой работы.
Не то, что Таша вышивает, а именно превью. И, значит, Таша выбрала цвет, очень-очень красивый цвет основы. Начала вышивать, вышло там очень много, и что-то ей не понравилось. А дальше, в общем, я прикреплю ссылку, постараюсь, чтобы она в уголочке вам вылезла сейчас, а если нет, ну, под видео, как обычно, в описании. И, в общем, аж 3 раза начала ее. Спойлер вам, там, чем дело закончилось, я пока еще не знаю. По-моему, еще не закончилось, но не суть. Так вот, я думаю, что, может быть, мне тоже так извратиться и вышить, ну, посмотреть, что получится, когда уже будет несколько цветов, в том числе и без перехода, и зеленые, и больше перехода будет видно, и вообще что-то будет видно, а не то, что сейчас. А потом уже решить. И в крайнем случае 2-й раз вышить уже, ну, просто вот без перехода цвета другими цветами DMC, которые, на мой вкус, более благородно смотрятся. Вот. Собственно, вот такие вот извращения. Ну, теперь, надеюсь, до следующего включения, которое будет на следующий день. 16 февраля, четверг, у нас дождливый, пасмурный. И у меня такое безобразие на экране по следующей причине. Значит, я вчера в итоге была все-таки сильно уставшая и мало что сделала. Именно вышло, по-моему, 135 крестиков на вот этой вот красоте. Ну, что вам сказать? Не то чтобы благородства не прибавилось, но в целом как-то, в общем, в принципе, ничего. Буду продолжать дальше, и, наверное, все-таки будет у меня план Таша Майская, да, вышью вот так, и дальше посмотрю, может быть, вышью еще и в другом цвете. Значит, у меня здесь полнейшая разруха в организации. Значит, нитки вот так вот. Это вот та самая марка бразильская, о которой я говорила. Ну, вот они. Бразильский продукт, 8 метров. Что вот? 100% хлопок. Египетский. Значит, эти 2 цвета только с переходом, все остальные, а их там еще 3. Так. Я взяла нитки Анкор. Тоже это все надо как-то организовать. И, в общем, я, как обычно, подбирала примерно на глаз, что подойдет. Уже всеми повышивала нитками по чуть-чуть. У меня были некоторые сомнения по поводу самого светлого цвета. В DMC он там обозначен самым светленьким, а я взяла такой едва розоватый. Самый светленький это 3865, что ли. Короче, не белый, но почти. У меня не белый, у меня розоватый. Значит, мне здесь нужно организовать все-таки нормальные нитки. Хочется какие-то бобины одинаковые. Что у меня с бобинами? Эти я делала сама. В самом начале, когда я только начинала вышивать, у меня то ли здесь в Аргентине не продавали, то ли я не знаю, то ли я экономила. Но суть в том, что вот так вот у меня организованы нитки Анкор. Раньше они были нормально организованы, но сейчас они организованы вот так, потому что я практически ими не пользуюсь. Они у меня, скажем так, на истребление. Дальше я покупать не планирую. И вот на какие-то замены, миниатюры, еще что-то на бескорню я использую эти нитки. И вот так безобразно все это выглядит. Я, помнится, делала на большие такие бобинки и маленькие, потому что часть я таскала с собой на работу. Это было удобно, когда это совсем маленькое. Потом что-то... Ну, в общем, я не знаю, что здесь произошло. Единственное, что я знаю, что я хочу это, естественно, переорганизовать. Это, кстати, не все мои запасы Анкора. Еще есть пакет именно с моточками. И поскольку что-то, что я не нахожу, цвета, которые мне нужны вот в
в тех цветах, которые уже на бобинах, на этих, я еще и таскаю из моточков, и моточки эти потом выглядят примерно как те моточки, которые я вам только что показала, бразильские. В общем, организация в этом плане тоже отвратительная, надо этим тоже заняться. Я просто несколько лет вообще не трогала нитки Анкор. И потом все-таки решила, что надо что-то с ними делать. Либо они выбрасываются, либо кому-то отдаются, либо я все-таки их использую. И я решила все-таки использовать, но для использования надо, конечно, еще и организовать. Значит, это с одной стороны. С другой стороны, я ничего не вышивала пока на Марии Искуснице. Я села организовывать нитки. Как вы помните, у меня вот сверху еще было вот так вот намотано. И я стала перематывать, чтобы заплести косы. И что я обнаружила? Что десяточки-то тогось нет. Ну и вот она у меня здесь нашлась, запутанная. Это, собственно, почему я не люблю органайзеры. Вот эти вот... Не вот эти конкретные, а в принципе, наверное, это может случиться с любым органайзером, особенно когда он такой вот длинный и вот так вот сделан. Значит, не очень предназначено это для таких вышивальщиц, как я, которые планируют годами, десятилетиями вышивать процесс. Поэтому, значит, что-то я сейчас буду вот здесь склеивать, чтобы обратно эту нитку вернуть. Ой, в общем, неудобно все это, и вот так вот может случиться и с другими цветами. В общем, я продолжу заниматься этой организацией. Слава богу, в общем-то, он нашелся, и слава богу, это один цвет, с которым это случилось. Я посмотрела на других пока... Да что ж такое-то? На других пока более-менее держится. Вот, это я еще процесс, видите, только начала. Но, с другой стороны, есть у меня другая работа. Привет вам от собаки. Значит, другая работа, которая с винишком, да, та продвинута процентов на 40. И вот там я такого не помню, чтобы что-то порвалось. Как так получилось, что этот я доставала меньше, но порвался именно этот. Ну ладно, не суть. Суть в том, что надо с этим что-то делать. И вот этим я планирую заняться. Значит, что еще? Какой у нас кадр некрасивый? Кривой. Так, ну, все, ну, кривой. Ладно, неважно. Значит, планы на сегодняшний четверг у меня в следующем заняться вот организацией ниток какой-то хотя бы минимальный. Понятно, что весь Анкор я сегодня не буду разбирать, но хотя бы хочу я разобрать нитки на Марию Искусницу, начать ее уже вышивать. Я вчера все-таки показала, по-моему, без запяливания, видите, запялила. Вот, и что-то здесь, значит, уже запачкалось. Короче, хочу я вот это повышивать. Вечером, если опять-таки буду уставшая, продолжу своих сестриц клубничных. Это не единственные два процесса на эту неделю. Безусловно, будет еще маковый венок, который вообще-то я не принесла сейчас, но скоро уже совсем вам его покажу. Маковый венок я хотела двигать к финишу, и пока не готов даже 50%, хотя, как вы все знаете, ну вы, да, вы тоже знаете, что-то я. Сегодня уже какое? 16 да, февраля, я вам сказала, и прошло уже больше половины месяца, а даже половины, даже 50% от работы не готова. Так, дальше. Надо сосредоточиться и нормально объяснять. Так вот, будет маковый венок, будет завершение шмелика Луи. Мне там 500 крестиков плюс-минус осталось до нормы. И будет красная шапочка. Я ее брала на прошлой неделе, совсем минимально, не пошло. Но сегодня я планирую только вот эти два процесса, которые я вам показала, которые были у меня в планах и на вчера. Клубничные сестрички и пиво. Не будем разбрасываться, будем идти постепенно. Пока у меня рабочие
будни, скажем так, достаточно активные. Я сегодня вроде дома, но, тем не менее, работа есть, и на телефоне посидеть надо было, и сейчас с шефом буду разговаривать и так далее. Там не до сложных вышивок, зато можно вот организовывать что-то или примитивчики вышивать. Поэтому план на сегодня такой, а впереди у меня, как я уже говорила в вчерашнем включении, 4 дня выходных. Вот за эти 4 выходных дня я надеюсь, что все свои долги по маковым венкам, шмеликам Луи и красным шапочкам я сделаю. Подобью все. Значит, попозже будет какое-нибудь еще включение, ну или уже из завтрашнего дня. Не переключайтесь. Итак, пятница, 17 число. Быстренькое включение, потому что мне нужно убегать делать дела. Значит, я повышивала дамочек. У меня появилась вторая. Появилось, точнее, ее платье. И как-то медленно у меня они шли, несмотря на то, что простая в целом работа, как обычно, да, примитивы, с примитивами это бывает. Но я тут немножечко, наверное, заморочилась в плане, скажем так, это платье получилось стихийно вот таким. Я, конечно, когда дошла до серединки, начала уже подыгрывать, чтобы вот у меня и здесь было красное, а сюда дальше ушло бордовенькое, вот чуть-чуть, да, может быть, видно, что переход пошел не там. А вот с этим платьем я уже, скажем так, не стихийно, а именно думала, что мне тогда хотелось бы, чтобы верх был темный и чтобы была смена цветов не горизонтальная, а вертикальная. Значит, верх я делала темным, а вот тут я как раз хотела красным начинать. Ну, дальше уже переход, это уже естественный переход, и тут он как-то плавно получился, да, то есть четко вот эта линия еще красная, ну, вот кроме этого крестика, а дальше уже идет темная. Значит, это у меня такое, да, отдыхалочка вечерами. А вот днем вчера и уже сегодня чуть-чуть я повышивала эту работу. Давайте посмотрим, что у меня здесь вышивается на данный момент. Я ушла немного на вот этот вот знак. Значит, еще что? Помимо этой бутылки я начала еще краешек вот этой бутылки, да, вот эти вот крестики. И вот эти надписи, это уже следующая бутылка. Хотя идея, в общем-то, у меня была идти в фон, подниматься, но хотелось мне фон внизу вот тут доделать. Видите, я открыла крестики, а закрывать как бы неизвестно, кто будет. И вот здесь фон. И дальше уже переставить пяльца и шить вверх, но, как обычно у меня это бывает, я посмотрела, что здесь какой-то цвет повторяется, вот потом еще и вот здесь, поэтому лучше давайте я вот вышью вот тут. И, как обычно, все это у меня немножечко пошло не туда, куда хотелось бы, но неважно. В целом я очень рада, потому что я вышиваю и вот эти достаточно сложные участки с частой сменой нити, и вот здесь, где более такие обширные участки. Поэтому нормально все происходит. Сейчас пойду гулять. У нас дико похолодало. Сейчас, наверное, вам даже сниму, в каком виде я гуляю. Значит, на остаток дня у меня план, смотря во сколько я вернусь, либо еще чуть-чуть повышиваю эту работу, хотелось бы, потому что на самом деле очень медленно. Вчера вышлось 300 крестиков, сегодня 150. И на вечер, наверное, на совсем вечер, когда устану от этой работы, или если вернусь, совсем будет поздно, то еще чуть-чуть повышиваю девчоночек. Ну, а в выходные уже сделаю включение и покажу. На выходные у меня будут совсем другие работы. Ну что ж, на мне майка, толстовка и джинсовка. И пока я иду в темпе вальса, более-менее, но вообще еще как бы дождик покапывает. В общем, у нас 16 градусов, это реально очень холодно, особенно после 40. И еще бывают порывы очень такого прям холодного ветра. И, в общем, да, перепадики такие себе. Но
Я девочка запасливая, я взяла с собой шарфик на всякий случай. В общем, да. На самом деле, хорошо, что с завтрашнего дня вроде опять будет потеплее. Суббота, 18 февраля. И уже, можно сказать, по традиции я делала одно включение за выходные. В эти выходные у нас аж 4 дня, то есть суббота, воскресенье, понедельник и вторник. И я, конечно, постараюсь сделать не одно включение за 4 дня, потому что во вторник уже последний день моей вышивальной недели. Но завтра наверняка не буду включаться, потому что дни у меня не очень продуктивные. Давайте расскажу вам, что я делала вчера, что планирую, возможно, сделать сегодня и завтра, если вообще у меня хоть часочек времени будет. В первую очередь хочу показать вам вот. Нашла-таки я идеального размера коробки для организации тканей. Совсем не тот цвет, который хотелось бы мне, не совсем тот формат, надо их немножечко еще и отпарить, потому что вот тут у нее ручки немножечко такие, из-за того, что было сложно, не особо в приглядном виде, но тем не менее я купила 2 такие коробки, сомневалась в размерах, потому что я, естественно, все померила и, естественно, не взяла с собой. И как-то не было у меня особой веры, что у меня все влезет, но тем не менее у меня все влезло. Это не финальная организация, во-первых, потому что моя сестра привезет еще добра. Тут, конечно, есть какое-то место, и можно чуть-чуть сорганизовать все это более компактно. Что я сделала, как я распределила? Я не пыталась даже и никогда не думала о том, что я хочу себе сделать какую-то организацию, чтобы вот открыл, и сразу видно, где какая основа. Я понимала, что с моим количеством, с моими запасами это нереально, поэтому мне это не нужно. Я решила, я хочу, чтобы это было просто вот в какой-то коробке, чтобы можно было достать коробку, а оно пакет на пакете не плыл там куда-то. Значит, многие думают, как организовывать лучше по виду ткани, по аккаунту и так далее. Для меня было, в принципе, сразу ясно понятно, что я буду организовать по, скажем так, цвету. Нейтральные какие-то цвета, белые, в том числе для полного зашива, в том числе для окрашивания и так далее и тому подобное, у меня все вот здесь. Здесь есть, конечно, цвета, которые мне не хотелось бы на полный отшив, например, да. Здесь вот фловы есть, здесь лукан есть. Они симпатичные и хотелось бы в какую-то основу, в которых их видно будет. Но здесь же натуральная Ева, то есть здесь все натуральные, белые и слоновая кость. И еще какие-то ткани, которые, несмотря на то, что они имеют какой-то оттенок, они светлые, и я точно знаю, что я бы предпочла их на полный зашив. Вот. Здесь коробочка такая совсем полная, с трудом закрывается. Здесь у меня все цветное и, как вы видите, пластик. Пластиковую основу я туда положила в первую очередь, потому что там было место, ну и плюс, опять-таки, здесь, скажем так, все, что не на полный зашив, все, что более такое оригинальное. Значит, здесь основы, в том числе и какие-то достаточно нейтральные, светлые, серые, светлые, бежевые, но не те, которые я покупала, например, метражом, да, у меня, например, есть здесь слоновая кость, есть здесь сливочная Ева, я ее считаю более нейтральной. А вот здесь разные цвета. И плюс еще здесь, помимо пластика, то, что как бы не должно было бы быть здесь пластик. И здесь еще основы, в том числе там просто и белая сейчас, наверное, не особо видно, которые я уже точно знаю, на какие процессы будут. Ну, а дальше вот у меня, как вы понимаете, все разных цветов. То, что девочки дарили, то, что девочки красили, дарили. У меня вроде все это все мои ткани. Есть еще как минимум одна основа совершенно точно вложена в набор, где я буду делать замену. Но у меня все-таки осталось какое-то такое ощущение, что чего-то здесь не хватает. Я просто, когда перекладывала, я не разбирала опять-таки основы, я просто смотрела на них и откладывала цветное и не цветное.
И я там, пока это откладывала, что-то не увидела свой белый люрекс. Не знаю, где он пропал. Может быть, я просто не заметила, потому что я делала это действительно достаточно быстро. Вот. Возможно, действительно я его куда-то отложила, и он там отложенный и лежит. В общем, предварительно это все сложено. Опять-таки, приедут еще новые ткани, и мне нужно будет что-то более организовать, что-то переорганизовать, скажем так. Но, опять-таки, у меня год без стартов, и, скорее всего, в этом году я эти коробки открою максимум 4 раза. Первый раз, когда сложу у них оставшиеся ткани, которые я купила, я в этом году закупалась больше цветными тканями, так что я почти не переживаю, что вот это вот очень полная. Здесь вот еще есть место. И еще максимум 3 раза, когда захочу сделать новый старт. Поэтому пока меня такая организация устраивает. Мне именно хотелось, чтобы они лежали компактно, никто ничего друг с друга не скатывался. Ну и теперь давайте покажу, чем я занималась вчера, что я вышивала. День у меня был непродуктивный, сегодня будет еще менее продуктивный. Сейчас объясню, почему. Значит, чуть-чуть еще я продвинула бутылки, по-моему, здесь, либо 280, либо 300 там с небольшим крестиков вышито. Я вот продолжала вот здесь вот каким-то красным цветом вышивать. Вышивала достаточно объемные участки, чтобы это хоть как-то вообще двигалось, потому что вчера, как вы видели, мне нужно было уйти. Я там долго гуляла, потом еще зашла, вот как раз покупала эти прекрасные коробки и еще кое-что в дом, поэтому было не до этого. И я повышивала девушку своих сестричек. Как вам сказать, хочется прям так вот в лоб. Не нравится мне, что получается. Значит, вот так это должно выглядеть. И, конечно, переход вот этот зеленый, он очень резкий. Если я больше сомневалась с красным, то теперь, конечно, я вижу, что больший промах у меня в зеленом. Была у меня надежда, что все-таки вот это вот как-то будет более органично смотреться, потому что вроде, очень быстрый переход и очень-очень протяженные участки светлого. В общем, что-то мне не нравится, но переделывать я не буду. Не буду переделывать в первую очередь, потому что нет у меня сейчас ни времени, ни, как там это говорится, ресурса. Планы у меня немного не вышивальные. Я тут затеяла просто генеральную уборку. Люблю, когда к нам кто-то приезжает в гости или приезжает вот прям совсем так в гости, как сестра, пожить какое-то время. Это мотивирует очень на какую-то такую уборку, которую, я бы просто так, не то чтобы не делала, неизвестно, когда бы еще сделала. А тут начинаешь и это переорганизовывать, и место ей хочется освободить. Поэтому вот у меня генеральная уборка. Завтра у меня планируются гости. Придет ко мне подруга из Бразилии, приехавшая. Поэтому, в общем-то, вышивать некогда. Я сегодня еще ничего не вышивала, а время близится уже к вечеру. А мне еще хотелось бы кое-что еще поубирать. Но, тем не менее, я вам покажу, что я планирую на ближайшие 3... Нет, сегодняшний день, мне кажется, уже можно не считать, потому что вряд ли я сегодня что-то прям вышью, завтра, наверное, тоже. Но, тем не менее, давайте все анонсирую, и когда будут хоть какие-то продвижения, расскажу, покажу. Так, с чего начнем? Давайте со шмелика Луи начнем. Он у меня ближе всего к завершению, в принципе, и к завершению нормы на этот месяц. Значит, здесь на данный момент готово почти 50%, но 50% нет, 49%. Вот такой замечательный шмелик Луи. И вот что у меня готово. Значит, мне до нормы, а норма у меня 1500 крестиков, остается еще чуть-чуть меньше, чем 500 крестиков, там 430, если быть точнее. В принципе, вообще на работе остается 1200. И можно было бы уже и закончить. Но, честно говоря, у меня приоритеты немножко другие, а поскольку я, в принципе, отстаю, я выполню норму, может быть, там чуть-чуть больше, чем нужно, сделаю там 500 крестиков, да, а не 430. Но заканчивать нет, пока не буду.
Значит, это первый пункт плана. Я хочу на этой неделе, все-таки на этой вышивальной неделе закончить эту норму и отложить эту работу. Дальше. Следующая работа, которую мне хочется активно двигать, потому что вот эту работу я хочу в феврале закончить. И что-то мои надежды тают. На данный момент здесь готово 42 с небольшим процентом, 42,5, и остается до финиша еще 4400 крестиков. Значит, это маковый венок от Ольги Князевой. Так, как вам показать-то? Вот так. Вот, он такой прекрасный. Я перехожу сейчас вот к этому цветку, да, у меня вот отсюда, извините, что я пальцем, но вот так вот. Вот это вот готово, а остается вот это вот. Знаю, что с цветком будет просто легко и замечательно, а вот дальше, может быть, снова помедленнее, ну, неважно. Надо продвигать эту работу. Я хотела ее финишировать, как я уже говорила вам, в этом месяце. И третья работа на, значит, ближайшие дни, это наименее продвинутая из этих трех работ. И это красная шапочка. Красную шапочку сейчас я вам тоже покажу на превью. Выглядит это все вот так. Работа большая. В работе всего 25 700 крестиков, а вышла я здесь всего 300. Вот. Но в этом месяце я вообще вышла только 147, а нужно бы мне вышить 1000. Поэтому как бы... Но из этих трех работ она все равно в меньшем приоритете, но, тем не менее, двигать ее мне хотелось бы. Вышиваю, как вы понимаете, я вот минимум на этих двух работах много красными цветами, но вот, как ни странно, несмотря на то, что это мой далеко не любимый цвет, вышивается хорошо. Не обещаю больших продвижений и постараюсь все-таки включиться в понедельник и рассказать, что хоть что-то в субботу-воскресенье у меня вышилось. Отрываем, друзья мои. И еще раз отрываем, потому что сегодня уже 21 марта. Значит, я не делала вчерашнее включение не только потому, что я там заленилась, просто мне нечего было вам показать. Ни в субботу, ни в воскресенье, ни в субботу, ни в воскресенье я не вышила ни одного крестика. Вообще вышивку в руках не держала. Занималась другими делами. В воскресенье у меня были гости. В общем, показывать во включении, что я ничего не вышила, я посчитала ненужным. А вот вчера, в понедельник, я все-таки добралась до вышивки и немного, действительно немного, но повышивала. Значит, что я вышивала вчера? Я закончила свою норму на этот месяц на шмелике Луи. И теперь выглядит он вот так. Посмотрите, появились очертания носочков. С этой стороны практически закрылась тыква, да, остается сам шмелик. Вот внизу тыква, фон и листочки там заполнить. И, естественно, бэкстич. И еще пару крестиков в носочках. Вот так это будет выглядеть, когда будет готово. На самом деле здесь остается буквально что-то там... меньше 800 крестиков, причем из них сами крестики, ну, это в пересчете на сагу, да, сами крестики, там что-то 300, что ли, а остальное бэкстич, что там есть, фрузелки, наверное, есть. Поэтому работу можно было бы и закончить, но с моей нынешней скоростью это 2 дня работы. А 2 дня работы это я себе позволить не могу, потому что я и так 2 дня ничего не вышивала. И ну, как бы у меня же план, у меня какие-то есть определенные планы, хочется по этим планам пока, по крайней мере, двигаться. Значит, шмелик я откладываю, он на 68% остановился, да, по готовности, и на данный момент это моя самая приближенная к финишу работа. Так, еще я чуть-чуть вчера повышивала маковый венок. Сейчас я вам его покажу и кое-что еще хочу показать. Вот и венок я сейчас
к этому цветку большому перешла. Вот, он начинается. Значит, здесь 44% готово, и я вчера его брала уже в ночи, и у меня там были постоянные сомнения. Посмотрите на нитки, сейчас издалека видно очень хорошо разницу между 351 и 350. Ночью я прикладывала эти нитки, при искусственном освещении. И у меня было ощущение, что я просто, что-то перепутала. И на разные бобины с разными номерами один и тот же цвет перемотала. Мало ли. В общем, при определенном освещении как-то я вижу разницу, а потом сейчас, например, я опять ее не то чтобы не вижу, но это какая-то просто минимальная. В общем, когда я вышиваю, у меня все время какие-то моменты начинается а вдруг я все перепутала. И самое неприятное, скажем так, что у меня есть 2 мотка одного из этих цветов, например, 350-го, а 351-го нет в новых мотках, чтобы сравнить. Мне кажется, я уже однажды это все сравнивала и переживала, что тоже они очень похожи. Но, видимо, они действительно очень похожи. Значит, сегодня вторник. Я вчера уже в ночи вдруг поняла, у нас продолжаются выходные, потому что карнавал, но я вчера в ночи поняла, что, оказывается, началась новая рабочая неделя, по идее, у всех. А это значит, что мне нужно доставать свою карту мира от Панны. В этой серии я, по-моему, ее даже не показывала еще. Но, как вы понимаете, вчера я ее не доставала. Я, естественно, забыла обо всем об этом. А наверное, сегодня я маковый венок оставлю. Значит, шмелик Луи все в этом месяце уходит. Больше я его брать не буду. Маковый венок остается. Кстати, про маковый венок я говорила, что я хотела бы его закончить в этом году. В этом году, я надеюсь, все-таки еще есть шансы закончить. В феврале я хотела бы закончить. И остается мне вышивать буквально 8-9 дней. И 4000 крестиков. Чего-то я сомневаюсь. И еще раз повторюсь, у меня нынешние скорости такие, что я даже если, только если буду вышивать только его, наверное, успею. Но у меня, как вы помните, карта. Значит, так это у меня все хранится. Оно внутри все не закрывается. Давайте уберу лишнее и посмотрим, что с картой. Значит, на самом деле, я вам, конечно, сейчас покажу карту, но уже все-таки мы посмотрим, что там с картой действительно будет в следующем включении, потому что я пока не придумала, куда я собираюсь идти. Я как-то бывает, знаете, писатели о таком часто говорят, что герои сами ведут, и сюжет помогают писать. Эта карта сама меня ведет, куда двигаться. Я, например, не планировала уходить настолько сюда в раме, не планировала уходить настолько сюда в земле, но, как видите, ушла. Значит, пока у меня идея все-таки вернуться, заполнить эти участки, заполнить эти пропуски и здесь повышивать до рамки. Я в предыдущей серии говорила, что я здесь дошла не до самого верха, а именно до рамки, где будет написано, что это географическая карта. До этой красной линии, видите, она обрамляет все это. Эту красную линию я пока тоже не вышивала. Что еще хочу сказать? Значит, пока идея вернуться все-таки сюда. Но, как вы знаете, ничто нестабильно, и я тоже нестабильна, я могу что-нибудь сейчас и передумать. Значит, в следующем включении посмотрим, что у меня получилось, и подведем итоги этой маловышивальной, к сожалению, недели. Очередная моя вышивальная неделя подошла к концу. Давайте подведем итоги. По ощущениям, неделя была какая-то бесконечно долгая, а по цифрам абсолютно непродуктивная. Долгая она у меня была, наверное, из-за насыщенных событий вне вышивки, но по вышивке, к сожалению, получилось менее продуктивной. Но, видите, я иду по наклонной. Первой неделе у меня было 4900.
на второй неделе 4000, а вот на этой неделе я вышла там 300, по-моему, если я ничего не путаю. Давайте посмотрим все процессы, которые я брала или пыталась брать, и что на них получилось. Значит, вчерашнюю работу, которую я анонсировала, я продвинула достаточно хорошо маковый венок, да, и в частности вот вышивала мак. Пока это, естественно, такое разрозненное пятно. Ну вот, по зеленому цвету можно догадаться, что здесь будет серединка. Вышивался венок в целом неплохо, но я как-то вчера нещадно его порола. Раза 3, наверное. Один раз я перепутала цвет, другой раз я перепутала там крестики, и в третий раз я снова перепутала отступ. Ну, распорола нормально, и в итоге вчера вообще я просто за всю неделю отдувалась или действительно соскучилась по вышивке и ударно так повышивала. У меня в целом за день получилось 1250 крестиков, и вот на этой работе было 600 крестиков сделано. Вторую работу, которую я вчера брала, вообще в последнее время, то есть если я раньше говорила, что у меня 3 работы в день, это норма, скажем так, то сейчас я беру... Давным-давно уже не брала 3 работы в день. Значит, до того, как я вышивала венок, я брала карту мира, заполняла... Я выбираю какой-то цвет и дальше смотрю, где могу дотянуться. То есть я заполняла не только здесь, но и вот сюда уходила. Вышила 650 крестиков, появились как минимум вот эти вот цвета. Ну, в общем, вот этот верх, в частности, сильно продвинулся. И вот тут вот тоже... Появилось что-то, где-то пропуски заполнились. Но где-то, как видите, еще они есть. И вот с этой стороны я вышивала, если оставался цвет, ну, то есть оставалась ниточка, и я куда-то могла дотянуться на этих участках. 650 вышито, и на неделе мне остается 350. Дальше еще на этой неделе я ввела новый процесс. Это набор от Марии Искусницы «Темные и светлые», или «Светлые и темные». Ну, в общем, история про пиво. И продвинула я его не то чтобы сильно. Вообще мне здесь нужно вышить 2000 крестиков за месяц. Но это как бы моя такая норма, не то чтобы она обязательная, но очень-очень хотелось бы. Остается у меня эта работа на следующую неделю. Долго я не могла выбрать набор на этот месяц. Оставила вот напоследочек. И, ну, я надеюсь, на следующей неделе я справлюсь с этой работой и закончу ее. Значит, работу, которую я анонсировала и к ней не приступила, это красная шапочка. Последний раз я ее брала на предыдущей вышивальной неделе. На этой вышивальной неделе хотела, но не притронулась. Поэтому даже долго останавливаться на ней не будем. А вот зато внеплановая работа была. И эти вот чудесные клубничные сестрички, которые, как вы помните, мне все время чем-то да не угодили. Значит, пока мои переживания насчет клубники, в частности, клубники именно ботвы. Не нравятся мне эти листочки, как получились, какие переходы, но, как я уже говорила ранее, распарывать не буду. Я сегодня опять на них посмотрела, ничего не понравилось. Ну ладно, посмотрим. Пусть так будет. Наверное, дальше буду продолжать, может быть, отложу. Вообще не знаю, что буду с ними делать. А вот шмелик Луи хорошенько так продвинулся. Самая моя продвинутая работа, как я говорила в прошлый раз. И на этой неделе я завершила норму, ваш выбор, и откладываю эту работу до следующего раза, пока вы его снова не выберете или пока его не выберу я. Что еще хотела сказать, что маковый венок, который я вам рассказывала в самом начале, он пересек таки границу в 50%. Остается мне на этой работе что-то порядка 3600 крестиков. Ну, в общем, вот мои краткие итоги этой недели. Хочу сказать, что на следующей неделе будет все еще веселее, сложнее. Уже буквально через 2 дня прилетит моя сестра. Я надеюсь, это не помешает мне вовремя смонтировать и выпустить серию. Не помешает мне снимать все в том же
темпе, ритме, может быть, будут недели менее насыщенные, менее продуктивные, но наверняка в них будет больше Буэнос-Айреса, больше эмоций вновь прибывшей, и, возможно, это будет тоже интересно. Ну и, естественно, будет отдельный выпуск про то, что мне привезет моя сестра вышивального. Поэтому я надеюсь, мы скоро снова увидимся, и что эта серия, несмотря на свою непродуктивность, была вам все равно интересна. Большое спасибо всегда за ваши комментарии. Извините, что отвечаю я не всегда вовремя, но всегда с большой радостью. И до новых встреч. Увидимся. Пока.